На фоне отсутствия каких-либо новостей от Konami по поводу версии 1.0.0 для eFootball появляются различные слухи и, что немаловажно, фейки, которые так или иначе вводят игроков в ступор и заставляют их задаваться лишними вопросами. А как это, а что это и правда ли это? И в рамках сегодняшнего ролика я хочу рассказать вам о 3 фейках, которые вам стоит игнорировать и которым, соответственно, не стоит верить, чтобы в лишний раз, можно сказать, не завышать ожидания, ну и просто не вестись на что-то подобное. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение насчет услышанного, поскольку именно ваша активность в виде лайков и комментариев способствует продвижению канала. Поэтому не забывайте поддерживать ролик своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Друзья, я достаточно редко рекомендую вам интересный контент на просторах YouTube, и когда это происходит, зачастую я советую футбольные каналы. Но сегодня хочу представить вам YouTube канал скрипачки Марии Мун, который исполняет игровые саундтреки на электроскрипке и акустике, на пианино и даже иногда поет. На ее канале вы также найдете как отдельно взятые каверы, так и лайв-трансляции, на которых можно пообщаться или просто поставить фоном. Прекрасное оборудование, отличный звук и не только ожидает вас на канале скрипачки Марии Мун. Ссылка в описании. И пойдем мы по нарастающей, с самого очевидного фейка до не самого очевидного. И первый у нас сегодня это возможное меню после обновления eFootball до версии 1.0.0. Стоит признаться, что оно выглядит намного лучше то, что мы получили от Konami в текущей версии, согласитесь. Однако, к сожалению, это не более чем фейк, поскольку здесь используются все ранее использованные Konami изображения в рекламной кампании и в прочих изображениях, которыми они так или иначе делились с пользователями. А как мы все знаем, в игровых меню различных игр и тех же футбольных симуляторов разработчики по большей части используют контент, который не использовали ранее, в частности рендеры, изображения и тому подобное. Ну и если мы обратим внимание на представленные карточки легенд, которые изображены внизу, то здесь мы наблюдаем Рональдиньо и какую-то ноунейм карточку, которая используется в качестве этакого примера для дизайна карточек. И как бы это меню здорово не выглядело по сравнению с тем, что мы получили от Konami, повторюсь таки опять, это, к сожалению, не более чем фейк. Следующий же слух более актуален, чем предыдущий, и он очень активно распространяется по сети. А именно кадры с игроками Баварии, которые приписывают к обновленной версии eFootball 2022. Все началось с небольшого поста в Твиттере от соответствующего аккаунта по eFootball, а именно PES World 2019, который запостил данный ролик с подписью eFootball здесь уже очень скоро. То есть делая намек, что это вроде как eFootball, и это обновленные лица игроков после выхода версии 1.0.0. Однако, если вы обратите внимание на этот самый ролик, то он особо не информативный, а просто представляет этакую графику футболистов и даже маскота Баварии. И стоит признаться, что чего-то подобного Konami выпускать не стали, это во-первых. А во-вторых, данный ролик относится к компании, которая занимается созданием фотореалистичных аватаров, и с которой как раз таки Konami сотрудничают. То есть это не более чем демонстрационный ролик, который демонстрирует пользователям то, над чем работает студия, которая проводит сканирование игроков, и не более того. То есть никакого отношения к eFootball этот самый ролик не имеет. Да и не сказать, что представленные фейсы Мюллера и Нойера прям сильно выглядят лучше, чем они сейчас представлены в eFootball. Ну и последний слух на сегодня, и возможно самый громкий, это дата релиза версии 1.0.0. Опять-таки подобный вброс сделал тот же самый аккаунт, о котором мы говорили ранее, а именно какой-то арабский аккаунт, который просто с того ни с сего взял какую-то рандомную дату и выдает ее уже вроде как за утвержденную дату релиза версии 1.0.0. В частности, этот самый аккаунт сообщает, что 20 мая 2022 года обновление будет доступно для всех платформ, однако без упоминания мобилок. И соответственно, учитывая, что данный источник не предоставил первого источника и в принципе не сказал, откуда у них появилась данная информация, у многих, и в том числе у меня, появились дикие сомнения насчет правдивости этой самой информации. И в принципе, я думаю, что здесь даже не стоит задумываться о том, правда это или нет. Это фейк на все 100%, и пока что дата релиза версии 1.0.0 не знают даже сами Konami, к сожалению. Это были 3 фейка eFootball версии 1.0.0, которые активно ходят по сети. Надеюсь, что после этого ролика вы будете меньше натыкаться на подобные фейковые новости, и как результат у вас будет меньше вопросов по поводу их правдивости. В комментариях под этим роликом я буду рад услышать ваше мнение по поводу этих фейков, насколько правдиво они звучат, или же наоборот глупо.
Ну и не забывайте поддерживать данный ролик своими лайками, поскольку именно ваша активность — это залог успеха для этого канала. А в это непростое время, как для нас всех, так и для платформы YouTube, это крайне необходимо. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну и прожимайте колокольчик для уведомлений. У меня на сегодня все, и я всех благодарю за вашу активность и просмотр этого ролика. Услышимся уже очень скоро, так что не прощаюсь.